Так, аллилуйя, очки, нормально все. Ну все, едем с Саньком, короче, по всяким делам, делишкам. В общем, у нас сегодня небольшая миссия. Санек, расскажи, что у нас за миссия? У нас сегодня доставка курьерская, Dead Stranding. Что доставляем? Куда? Доставляем секретные образцы в лабораторию на обследование. Так, что за образцы? Пока. Продемонстрирую. Вот только что из другой секретной лаборатории едет во вторую секретную лабораторию. Такая вот. Что это? Такая вот пластиночка, эксклюзивная, так сказать. Покупаем пластиночку сначала, а потом слушаем. Потому что, либо находим где-нибудь в интернете и слушаем. Не, лучше покупаем пластиночку. А если проигрывателя нет? Чисто придется купить и проигрыватель. Вот так вот, видишь. Ну а как делать? Сейчас в такое время, когда все просто нажимают кнопку Next, 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 Next. Пластинка это та, которую, нельзя нажать Next, правильно? Да. Придется немного поработать. Пальцем. Есть, конечно, такие проигрыватели, которые Next, он находит дорожку тебе ставит. Да ладно. Да, есть, конечно. Блин, прикольно, надо брать. В общем, да, пластинки хорошая штука. Что-то я в последнее время прям... Вторая волна у меня свежая такая пошла с покупкой пластинок виниловых. Из поездок привожу по 20 килограмм. По 20 килограмм это сколько примерно пластин? Да тут столько, наверное. Вот столько. Не знаю, сколько. То есть одна маленькая диджейская сумма. Оно как бы обычно разбросано по разным этим. Потому что 20 килограмм в одну сумку, это все уже как бы перевес. Перевес, да, переплат. Не перевес, но типа еще 3 килограмма. 3 килограмма это там носки грязные кинул, все уже. В общем, да, по многу привожу. И слушаю. И решил вот записать пластинку, чтобы слушать тоже. Санек у нас большой музыкант, правильно, насколько я знаю. Он занимается, вообще разными аспектами музыки, да? Музыкантик, да. Да, в общем, музыкант прямо от слова музыкант, реально. Да. Потому что музыки в его жизни который много. ни на каком инструменте играть не умеет, в общем-то. А лэптоп считается инструментом? Считается, наверное, не знаю. Для кого-то считается, для кого-то не считается. Для меня считается. Ну, для меня тоже считается, кстати, потому что когда на паспортном контроле спрашивают, типа, а ты на каком инструменте ты играешь, музыкант? Я говорю, на лэптопе. Они говорят, что за инструмент? Да, я говорю, это вот так открывается такая штука. Я поэтому говорю диджей просто. Диджей сразу понятно, что он. Ну да. У меня дед говорил, он мне все время спрашивал, на чем ты играешь? А он мне проигрыватель транзистор называл. Я говорю, на транзисторе играю. Все, говорит, понятно. Что для тебя вообще музон? Вообще, как вот музон, какое место музон занимает в твоей жизни и вообще, как ты его ощущаешь? Как-то выяснилось с годами, что чуть ли не основное. Бывали такие, конечно, моменты в жизни, когда приходилось на передний план какие-то другие вещи оставить, но все равно музыка как-то... не то, что музыка, а творчество в целом взяло верх. И вот как-то большинство времени все-таки с этим связано. То есть это стало и работой уже, и как бы и жизнью в целом. То есть это больше, как ты относишься к музыке, как к творчеству, да? Как к piece of art, да? На этот вопрос, короче всего, мне кажется, объяснить формулировкой, что если, в общем-то, мне даже перестанут за это платить деньги, я все равно буду этим заниматься. То есть это прям твое, да, твоя фишка? Мне нравится, да. А что ты вообще за музон слушаешь, в тачке, в плеере вообще, просто в жизни вообще? Вот что в твоем плеере? Какой музон играет? И какой ты пишешь? Вот мне интересно, то есть сочетание вот это. То есть той музыки, которую ты делаешь, и той музыки, которую ты слушаешь. Вот эти все инфлюенсы. Слушай, я, в принципе, такой всеядный в плане музыки. У меня периодами такие увлечения бывают. Разброс очень большой. Там от какой-нибудь поп-музыки до какого-нибудь совсем уже маргинального нойза или чего-то такого. Не знаю, экспериментальная музыка совсем
не могу похвастаться каким-то таким трешаком, прям какая-то электроника такая не совсем понятная для основной массы слушателей. Меня иногда очень цепляет. Ну а что в основном? Вот есть у тебя какой-нибудь такой прям в основном? Слушай, нет в основном. Нет в основном. Нет. Нравится рок. Вот последние пару месяцев вышел вот недавно альбом Tool. Произвел на меня большое прям впечатление. Посчастливилось мне оказаться на концерте на их сейчас в Лос-Анджелесе. И прям думаю, что еще долго буду вспоминать этот концерт и эти впечатления. Прям серьезная работа. Ну и в принципе к творчеству группы Tool я так давно за ними слежу. Уже, наверное, больше 15 лет. Ладно, а вот номер один группы или диджей для тебя вообще есть какой-то? Тоже прям сложный номер один? вопрос. Вот он сейчас такой, завтра такой, вчера другой, а потом послезавтра, там, не знаю, через год опять тот, который был 2 года назад, не знаю. Ну, то есть ты все-таки возвращаешься, да, к чему-то постоянно? Ну, есть просто какие-то такие фундаментальные для меня артисты, которые вот на меня повлияли, например, очень сильно. Я буду, без конца как бы за ними слежу, чтобы они не сделали, все их проекты. Не могу сказать, что всегда я восхищаюсь там работами вот этих артистов, которые на меня когда-то повлияли. Ну, Prodigy, например. На каком они месте? Вот где? Ну, Prodigy, можно сказать, что это Топ. были первая группа, когда я, в принципе, обратил внимание на то, что меня это вставляет прям очень сильно. Не так, что как бы, да, там, я знаю группу Prodigy. Prodigy я прям зафанател в детстве, в 97 году, когда The Fate of the Land вышел. Ага. Ты начал их с этого альбома, да? Да, я The Fate of the Land услышал его в пионерском лагере «Океан», где, он не пионерский, потому тогда не было всех этих дел. Ага. В лагере я услышал, в коридоре шел, играла песня «Нараян». И все, вот так и познакомился, да? Ну вот, а ты к ним возвращался там потом? Постоянно возвращаюсь, естественно. Prodigy идут, да, лейтмотивом таким через всю творческую мою жизнь. То есть у тебя есть какой-то определенный топ, да? Вот. А что в этом топе? Вот Prodigy, что еще? Да много всего. Из электроники, Aphex Twin, вот если того времени, как бы сразу Chemical Brothers сразу тоже в то же время примерно я узнал. Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, что-нибудь такое было? Rage Against the Machine уже был позже, Nine Inch Nails каким-то странным образом совсем мимо меня прошел. Как-то я вот уже в более осмысленном возрасте их слушал, но не могу сказать, что там фанател или знаком хорошо с репертуаром. Rage Against the Machine, Beastie Boys, Wu-Tang Clan. Beastie Boys, да, что-то я их забыл. Да. Надо вернуться в Wu-Tang, то же самое. В общем, у меня как-то все развивалось по направлению рэп, рок и хип-хоп, и электроника. Вот, типа как-то... Потом я уже, когда начал увлекаться скретчингом, как-то пошел в другую степь уже. Мне стали интересны быть такие лейблы, как Ninja Tune. Когда переехал в Москву, собственно, познакомился вот с Warp Records. Это где-то в 2004 году. Чуть позже, чем все мои друзья-музыканты это все узнали. То есть я знал каких-то точечных музыкантов, там DJ Crash я знал, и Aphex Twin, естественно, знал, но не знал, что это целая тусовка. То есть там как бы Attack, Plate, это вот уже появились эти группы в моей жизни после 2004-го. И, конечно, тогда я еще только начинал заниматься музыкой, писал хип-хоп я тогда. Такие типа биты. Были у меня ребята в Владивостоке, с кем мы писали рэп. Что за ребята? Мои дворовые все пацаны. Но это никуда не пошло, да? Или пошло куда? Нет, у ребят есть проект, даже группа называется «Абсолютные права». Можно их слушать, они выступают. И... вот они такие локальные, да, вот рэп-артисты владивостокские. Понял. Локалы. Да, локалы. Понял. Слушай, вот после тех времен ты начал писать музон, да? Я так понял, как бы из своих личных соображений, что у тебя все вот эти стили, которые ты как бы начинал слушать тогда, они у тебя превратились в твой музон, да? То есть, который по итогу
теперь состоит из этих всех стилей. Фиг его знает, Примерно так. как вообще это случилось, но я думаю, что первый артист, с которого я прям понял, что вот хочу вот такой музон писать, это Prefuse 73 был такой. Есть Гильермо Скотт Хэрон, такой артист. И вот я когда услышал его, по-моему, это второй был альбом One World Extinguisher. Ну, я офигел, конечно, потому что это было вот на стыке всех моих интересов тогда. То есть это была электроника, это был хип-хоп, там был рэп какой-то. То есть это все супер свежо звучало. Я помню, называли это тогда клик-хоп. Клик-хоп, такое направление. Я даже такого ничего так пропустил. Так, это был где-то 2004 год. Вот я думаю, что каким-то образом я так вот и продолжаю находиться в этой хип-хоп электронной истории. Потом уже там спустя сколько? Лет 5, наверное, было целое движение, появилось вот этой битс-музыки. То есть, когда Flying Lotus появился, Hudson Mohawke, вот эти вот ребята, уже, я помню, прям было много. И в Москве была большая тусовка. Lab, Tiol, все вот ребята, которые сейчас Госзвук занимаются. Мы все делали какие-то вечеринки, выступали. То есть какая-то активность была вокруг этой музыки. То есть именно хип-хоп, такой хип-хоп ориентированной электроники, я бы это назвал. Ага. Так, и что по итогу получилось? Вот у тебя, как ты видишь свой музон, и есть ли у тебя там твой favorite трек вообще? Сделал ты такой favorite трек свой? Ну, знаешь, нифига, нет, наверное, не сделал. Не сделал, да, еще? Ну, а есть какие-то вот топы какие-то? Я, например, слушаю свой музон, у меня для меня каждый новый трек, он лучше, чем все остальные предыдущие, как бы забывается. Да. Это такая же история, есть, да? Да, есть. Я к тому, что раньше мог долго собирать релиз, в итоге ничего не выпускать, потому что уже все замыливалось и казалось, да, фигня, не буду выпускать. Сейчас я понял, что надо все выпускать, просто, не знаю, по одному треку, синглу как бы постить. И я считаю, что каждая композиция, она имеет место быть, у нее есть свое время. Со мной многие музыканты могут согласиться, кто-то работает более филигранно. Я считаю, что нужно бомбить, потому что музыкант, он не всегда объективен как бы в своем творчестве. Согласен, да. Согласен. И может быть такое, что сейчас не заходит, а потом, знаешь, кто-нибудь возьмет да прочухает. У меня, кстати, с моими треками бывает, что вот 5 лет проходит и начинает, а можно мы там, не знаю, в рекламу возьмем этот трек. Бывает такое, у меня да. есть треки, которые просто лежали 10 лет, а потом они выстреливали в каком-то, выстреливали не в плане publicity какого-то, в коммерческом смысле выстреливали, то есть там бывало трек, который просто у меня лежал в папочке, и я его кучей отправлял, когда меня спрашивали, можно какой-нибудь трек там для рекламы, я отправлял кучу, и этот трек, который 10 лет пролежал в папке, и никем не был до этого прослушан, покупали там какие-то космические деньги. А почему Диза? Что это значит? Дизи? Это со школьных еще у меня времен, я занимался баскетболом, вот, и была у меня на компьютере игра NBA Jam. Вот, поэтому это называлось Jam. Потом, когда начались все эти движники в интернете, какие-то там лайв-джорналы, не лайв-джорналы, знаешь, зарегистрировать аккаунт с именем Jam уже было сложно, потому что мало букв, и такое слово как бы распространенное, поэтому тогда только начали появляться вот эти алгоритмы, которые рекомендовали, как тебе правильно назвать по-другому, но типа сохрани смысл. И мне какой-то из этих агрегаторов предложил Jam написать как DZ H-E-M, Dzhem. То есть у меня долгое время то есть я начал писать музыку именно под этим псевдонимом. В нем допускали миллион ошибок там на флеерах, во всяких описаниях. Это было как бы... и звучало тупо Jam, знаешь, как бы... Может быть, для кого-то не звучало тупо, но мне казалось, что это тупо звучит. В общем, Jam. В общем, кто-то прикололся, сделал Диза, то есть как Риза, Джиза, потому что мне очень Вутенг нравился, и мы как-то в шутку это
Вот. Ну и все, оно так и пошло. А ты в курсе, да, что у меня старый ник был MJ? Ник сделан из двух имен. Миша и Джем, тоже Джем, Да. типа. Ну, это вот времена брейкданса были вот эти вот. Ну да, брейкданс у меня чуть позже был. Как Я, раз. кстати, смотрю, ты смотришь иногда брейкданс видосы? Иногда, да. Ну, вот лучше, они уже совсем с ума сошли. Что они там делают? Ну, слушай, уровень поднялся, я его не заметил вообще, просто уровень поднялся. Я просто вчера смотрел видео, и мне пришлось один трюк переосмысливать минут 15, потому что так как бы, типа, ну что вообще? А что там было? По типу чего? Ну там они уже тайр-твизы, знаешь, они его на одной руке уже крутят просто. А, вот Давно. корона, которая как корона, типа. Ну, как свайпс, только ногами не касаясь пола. Когда они перепрыгивают, знаешь, Да-да-да-да. на руках, а ноги в воздухе. Они его на одной руке крутят, а потом вот так на одной руке закручиваются просто и останавливаются. Понял. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь там фейворит вообще продюсеры или тоже все меняется? ты? Ну, нет, ну это я понял. Да. Не, я имею в виду какие-то такие фейворит продюсеры, которые вот именно меняются, да? Вот хотелось бы узнать, типа, вот, типа current какие-то, вот, которые сейчас. Может быть, есть такие, Не, кого ты ну, там вот- фолловишь там или слушаешь? Ну, конечно, да, много всех. Но вот мне очень нравится, давно уже, причем нравится, лет 10, наверное, Хадсон Махок, Рос Бирчер, такой из UK музыкант, продюсер. Сейчас живет, по-моему, в Лос-Анджелесе. Прям, ну, почти каждый его релиз мне очень заходит. По электронным, танцевальным, если вот EDM, ну, фанат Скриликса я, да. Скриликса, да? Очень, Ой. конечно. Скриликс очень крутой. А чем? Почему? Слушай, ну, во-первых, мне кажется, он задал большое вообще будущее для всех тех, кто сейчас рубит большие деньги на этом, и EDM-щиков. То есть он сделал звук, я думаю, он как бы, да, я по-другому сформулирую, он продал эту эстетику в массы. Какую? Ну вот то, что электронная, агрессивная танцевальная музыка может быть массовая. Я так понимаю, что он, в принципе, первый такой большой американский электронный танцевальный чувак. Ну, не знаю, Моби до этого был, но я не могу сказать, что Моби какую-то большую волну последователей запустил после себя. Скриликс запустил безумную какую-то вообще волну, в принципе. Ну, Моби был еще как-то больше как-то к попсе, да? Но он больше был к попсе изначально, ну не изначально уже на какой-то своей точке, когда он бомбанул. И все-таки он больше был какой-то европейской историей, мне кажется. Ну, да. Когда началась вот его танцевальная музыка, я так понимаю, он был больше популярен где-то вот в европейских каких-то этих. Фиг знает, тоже не знаю. да. Надо почитать, что много вообще было. Ну, вот Скриликс для меня он как панк, типа вот панк, Он панк, в электронной да, музыке, да? То есть, абсолютно вот, точно. Ну, как бы такой правильный панк. То есть были серьезные коллективы уже на тот момент, которые прям делали крутой продакшн, собирали там с большим фанбейсом, но Скриликс их всех, мне кажется, переплюнул. Слушай, а ты видишь вообще какую-то разницу? Ну вот ты играешь где-нибудь там в LA за бугром, да, назовем это Да. за бугром, а играешь тут. Вот разница вот, в толпе перед тобой, когда ты на сцене вообще. Ну, разница такая, что там я играю, здесь не играю. Такая просто разница, да? Не, ну здесь поигрываешь тогда назовем, да? Поигрываю. Ну да. Ну вот есть Я какие-то немного, к наблюдения? сожалению, играю в Москве и в России, но мне всегда кажется то, что у нас, ну, опять же, я могу судить только по каким-то единичным своим вот этим мероприятиям, которые проходят в Москве. У нас все-таки люди неискушенные как бы в плане, то есть им ставь Что угодно. ничего угодно. Им надо ставить вот то, что по радио играет, грубо говоря. А, так это наоборот, они искушенные радио. Нет? Да нет, ставишь если просто ты им попсу. будешь- Ну не знаю, если Не, а ты если придешь будешь на ставить- вечеринку, где молодежь, и начнешь им включать новые релизы каких-нибудь, там, не знаю, вышел новый Асап Роки, они 100% его очень любят, значит, сейчас. Очень любят, да? Ну, Не, ну это ты говоришь про... Это ты говоришь про, как бы, ну, про подход, да, к игре. А я имею в виду, если ты, например, будешь ставить что-то там,
ну, не знаю, свое, мое, например, да, которое как бы здесь не очень популярно. Нужно подготовить их, типа, чтобы уже начать ставить какие-то, ну, вот на моей практике, чтобы мне начать ставить музон, который мне нравится, мне надо их как-то подготовить всегда, ребят. Такое. Дайте мне немного бухнуть. Да, дайте мне немного бухнуть, потому что, например, в LA мне кажется то, что ты выходишь, ты можешь врубать сразу первый трек, и уже все понятно. Любой. Все. Ну, который Или вот тебе нравится, ну да. То есть в Америке, в Японии я могу играть лайвы свои, то есть только свои треки. Здесь у меня не хватает смелости. Мне кажется, что ну, либо это какие-то мои личные опасения, но мне кажется, что это не заходит здесь. Ну да, очень трудно, поэтому этот вопрос у нас, видишь, он идет как типа стандартный. Вопрос, ну, который типа требует ответа, наверное, он больше риторический, да, всегда остается. То есть, ну, на Да него, тоже, на него нет ответа. да, тоже очень странно. Раньше было так, потом всяк. Раньше, я помню, никто не парился и играли странную очень музыку на странных мероприятиях. Сейчас, видимо, уже какой-то другой уровень допуска у тебя личного твоего. То есть на странном мероприятии просто так уже не залетишь. А оно может оказаться хорошим, например. Но ты знаешь, что оно странное, душа, я не буду на странном играть. Ну да. Короче, у меня есть пластиночка, да? Да. Которую ты недавно сделал, Да. произвел. Да. То есть, да, расскажи про вот этот релиз, вообще расскажи про этот весь концепт и расскажи, что там за ним есть интересно. И дай посмотреть пластиночку-то. Пластиночку, да, пока не отвезли в магазинчик. В общем, да, вот такая вот пластиночка. Проект называется ACD. Acid. Acid. Вот. Слушай, ты вот мало кого я знаю, которые говорят acid правильно. Ну, то есть как по-американски, да? Американский. Ну, то есть его же говорят именно acid, не acid. Ну, знаешь, Здесь, как iPad или iPad. здесь без точечек, но я его читаю ACD все равно. То есть, ну, это как бы acid. Оксид гидрохлорид. Вон оно как, да. В общем, мне стало интересно записать альбом так, как писали его, например, электронщики 20 там, лет назад. То есть они... Ну, конечно, у всех разный подход, но мне нравится подход, когда ты пишешь большую колбасу просто лайвом, вот, одной дорожкой, и потом выбираешь удачные куски. Вот это вот такой метод. Мне еще очень нравится эстетика даб-продюсеров, то есть Ямайки, как раньше делали даб, то есть у них был микшерная консоль, куда заведены по дорожкам инструменты, есть там ревербератор, какой-то дилей, и они вживую все это включают, то есть это такой первый лайв-миксинг такой. Так. То есть они, если там делают какие-то акценты, они там выводят фейдером, там все это. То есть этот винил, это у нас... Это лайв, это полностью запись лайва. Да, это запись лайва. То есть там 4 трека. Там 4 трека, да. Каждый из этих тейков у меня записан на видео и лежит на YouTube. Это можно посмотреть на моем канале. Так. Вот. Ссылка в описании. Ссылочка в описании. Ставьте лайки, Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал, не забывайте колокольчик. Ну вот, колокольчик. И, в общем, да. Интересно было мне записать лайв на винил именно вот с этими треками. До этого у меня был релиз, когда мы записывали Direct to Vinyl вместе с Мунджусом, с Ромой Литвиновым, музыкантом из Москвы. Мы записывали Direct to Vinyl. Это, то есть мы прям в студии в мастеринговой играли лайв с синтов, и это писалось сразу на лакер, на пластинку, с которой уже потом печатался тираж. Ага. Здесь, по сути, такая же история, но... Ну, то есть суть в том была, что там нету никакого ни сведения, ни мастеринга, то есть это пишется прямиком на пластинку и попадает как бы вот в том виде, как это звучит, только с виниловой вот этой компрессией своей. Здесь тоже нету никакого сведения мастеринга, то есть это все ошибки, которые там были допущены, они допущены на записи.
как только ошибки, допущенные на записи, оказываются на записи, их можно назвать фишаками. А это как продается, или ты сделал маленький тираж? Я сделал маленький тираж, он будет продаваться сейчас вот в 2 магазинах в Москве, в одном магазине в Лос-Анджелесе и, может быть, в нескольких в Японии будет продаваться. Прям очень маленьким тиражом, и остальное будет просто по друзьям раздариваться, раздаваться. Ну, понял. Диджитала нет никакого, да? Или как это? Диджитал нету, да. Ну и хорошо, нафиг он нужен, да? Да. Как ты вообще относишься? Диджиталу хорошо отношусь, но в данном релизе, в общем-то, Digital можно зайти на YouTube и посмотреть прям треки, записанные вот вживую, как я их играл, с подложенным звуком, в общем, с дорожки уже записанной через аналоговую консоль, через все эти девайсы. То есть такой вот. Так, ну и что, какие планы на будущее, так вкратце, если? Да, продолжать заниматься, чем занимался, в общем. Никаких-то... Делай, как делаешь, да? Да, мне, в принципе, все устраивает, все нравится. Хочется, конечно, больше какого-то движняка, но когда этого движняка становится больше, хочется меньше движняка. Пойми нас, разбери, да? Да, пойми нас, разбери. В общем, да. Мне в последнее время интересно коллабить. Так вот прям экспромтом, то есть без долгих каких-то подготовок, вдумываний. Вот сел, записал. На пластинке есть, опять же, вот трек с моим другом Муджусом Ромкой. И сейчас наш с тобой трек выходит 6 декабря. Да, кстати, 6 декабря выходит. Полтора. То есть он пришел ко мне в гости, мы включили камеру, включили синты, записали один тейк, выбрали удачные самые моменты с этого тейка, и 1,5 месяца прошло, все, в общем-то, это уже на виниле можно слушать. Да, кстати, Сашок еще играет у нас в группе небезызвестный Мумий Тролль, Владивосток 2000, все дела. Да. Вот это. Казу надо сделать. Вот, ну давай, расскажи что-нибудь про Мумий Тролль, про свою игру там вообще, вот, ну, что-нибудь, как живете там? Круто живем, сейчас отъездили американский тур с ребятами. Приятный очень тур получился. От побережья до побережья, что называется. От Л.А. доехали, там даже 3 города Канады даже посетили. Вау. Вот, сейчас готовим программу, новогоднюю программу. В декабре мы будем играть несколько больших концертов с видео, со всякой графикой, с шоу, новые песни, старые хиты. В общем, готовимся сейчас, чтобы было все так по вышаку. Нравится, чтобы было по вышаку. Ну, это перфекционизм, да, как мы это называем? У нас, кстати, в коллективе, я бы не сказал, что главенствует какой-то перфекционизм. Бывает такой подход, что как получится, так получится. Но нам нравится, когда так получается хорошо. Если получается плохо, мы переделаем. Ну, всегда было интересно. Скажи, а что ты там вот нажимаешь на эти кнопочки на сцене? Всегда был интересный вопрос. Ну, например, смотри, мы когда играли концерт «Морская 2000», «Морская 20 лет морской», 20 лет заболтался. Я получил доступ к записям, к оригинальным. То есть альбом писали, я так понимаю, где-то году в 96-м в Лондоне, без компьютеров, естественно, да, на пленочку писали. Я получил доступ к этим записям, и все по дорожкам у меня были инструменты. То есть, если там какой-то звучал синтезатор, который играл ту партию, которая звучит на альбоме, с тем звуком, типа тем пресетом, мне не нужно это теперь репродуцировать там, и переигрывать. Я просто беру, разбиваю это на маленькие фрагменты и кнопочками вот этими играю именно те звуки, которые были вот в тех песнях. Оригинальная. Да, это, мне кажется, это прикольно. Потому что бывает на концерт приходишь, любимая группа,
Так. Они играют какую-нибудь старую песню, которую ты слышал 100 тысяч раз, например. И играют не так, как ты вот привык ее слышать. по-новому, да. Ну, как бы клево сыграли, но хотелось бы, чтобы вот эта вот мелодия, которая тебе больше всего в этой песне нравится, вот она вот так вот игралась, а не по-другому. Я пару раз обламывался на каких-то концертах, когда там музыканты импровизируют в тех местах, которые я ждал, например. Вот я, например, на Джека Уайта ходил, и мне в одной песне вот соло очень прям нравилось. Я прям на него, вот ради него слушал. Он заканчивается, я заново песню включал, значит. Ну да. И они его не так сыграли, как тут. Я такой, все, и, в общем, как бы, и концерт не удался, да. Я понял. Вот. Ну, да, вот такие вот, наверное, кнопочки я нажимаю. Ну, понял. Ну, что, круто. Круто вообще. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем колокольчик. Все дела. Блогер из меня так себе. Ну, пойдет все.